женская измена куда опаснее. В 7 случаях из 10 тянет с собой полное разрушение отношений и семьи. 99% женщин не будут разбираться, случайно по пьяни вы сходили налево или осознанно по трезвому. Ну это же элементарно, скажете вы. А вот и нет. Привет, друзья! Если вы не видели первую часть этого видео, где я подробно рассказываю о психологии женской измены, обязательно вначале посмотрите его. Вот ссылка. Ну а мы продолжаем разбираться с особенностями понятия измена. Сегодня разберем животрепещущую тему. К сожалению, в наши времена тема измен стала очень популярной. Как говорится, о времена, о нравы. Меня зовут Александр Корченко, я занимаюсь кризисами в бизнесе и отношениях. Тему измен разберем с неожиданной стороны. Скажу сразу, я против измен в любом виде. Я их не оправдываю. Мы просто разберемся с причинами и я дам простые рекомендации, как снизить риск измен до нуля. Подпишись на канал, чтобы не забыть, и let's go! Так почему же женщины так категорически демонизируют мужскую измену и воспринимают ее как катастрофу и смерть отношений? Да все просто. Женщины судят по себе. Они прекрасно понимают, что если женщина изменила, значит отношениям звезда. Значит женщина мужчину разлюбила и предала. И это конец отношениям, и надо готовиться к трэшу под названием развод. Женщины уверены, что и у мужчин так, что если он сходил налево, значит все, конец. Он ее предал и все отсюда вытекающее. И у женщины это ошибочное понимание включает на полную мощность ее инстинкт самосохранения. Она начинает воспринимать эту ситуацию как огромную угрозу безопасности для нее и детей. Она же судит по себе, хотя этого даже не понимает. Но как вы уже поняли, это абсолютно не так. Женская измена куда опаснее. В 7 случаях из 10 тянет с собой полное разрушение отношений и семьи. Это как раз та любимая женская метафора про разбитый стакан, который склеить уже невозможно. Эта метафора относится исключительно к чувствам женщины. Что с этим делать? Закрывать глаза на мужские походы налево? Нет, конечно. В нашем обществе за такое могут и камнями побить. Как тут не вспомнить ислам, где природный мужской инстинкт размножения узаконен многоженством и никаких измен там нет. А нам-то что с этим делать? У нас же нет многоженства. Первое. Парни, поймите и запомните, если у вас близкие отношения с психически здоровой женщиной, которая вас любит, она никогда не пойдет налево просто так, случайно или по глупости. Женской измене всегда предшествует негативное мужское поведение по отношению к женщине. В силу тотального непонимания основ женской психики мужчины часто делают глупые ошибки в отношениях, даже не понимая этого. Кстати, это я объяснял в ролике «Запрещенный флирт». А женщины в силу отсутствия эмоционального контакта с мужчиной не умеют и не могут нормально мужчине объяснить, что он делает не так. В итоге ситуация доходит до красной черты, и женщина разрешает себе предать своего мужчину. Что с этим делать? Парни, обязательно посмотрите мое видео «Как наладить отношения на расстоянии» и «Как договариваться без конфликтов». Там я даю мощные техники, как устанавливать с женщиной эмоциональную связь. Грамотно выяснять все, что женщину не устраивает, по возможности исправлять это. Не доводите до предела, короче. А если все-таки ты обнаружил измену, тебя предали. А мы знаем, что человек, который тебя предал, предаст снова. Это аксиома. Что с ней делать, прощать или выгонять? Ответ очевиден. И наоборот, мужчины, не делайте ошибку, думая, что если для мужчин какая-то мимолетная связь может ничего не значить, то и женщина воспримет вашу случайную связь так же легко. Нет. 99% женщин не будут разбираться, случайно по пьяни вы сходили налево или осознанно по трезвому. Женщина воспримет это как предательство. Для нее это будет жесточайшая психотравма, и в 99% случаев она закончит с вами отношения или чего похуже. Это как женщина спрашивает: «Привет, подруга, как муж все еще изменяет?» Уже нет. Давно? Скоро 40 дней как будем отмечать. Ну и женщины, я понимаю, что вы вряд ли измените свое мнение о мужской измене. Но если так случилось, и ваш мужчина попался на случайной связи, и это один раз, дайте ему шанс сохранить отношения и семью. Если вы, конечно, способны проехать это и не бить его всю жизнь этой ошибкой. В 70% случаев то, что мужчина сходил налево, означает только то, что вы живете с мужчиной, а не женщиной. И, к сожалению, иногда инстинкт размножения берет верх над сознанием и порядочностью. Я знаю несколько примеров очень крепких браков, которые прошли через мужской зигзаг. Когда женщина проявила мудрость и отнеслась снисходительно к своему мужчине. Такая женщина прожила всю жизнь в прекрасных отношениях, любви и заботе своего мужчины. Потому что любой нормальный мужчина, поверьте, очень высоко оценит такую мудрость своей женщины. Ну и вторая рекомендация женщинам простая, как табуретка, является народной мудростью. Мужчина должен уходить из дома с пустыми яйцами и полным животом.
Если у вас наоборот, то это не он козел, это вы овца. Конечно, речь не идет о ситуации, когда женщина затрахана до смерти бытовухой, детьми и устает настолько, что ее единственная мечта это поспать. Ну или есть другие реально объективные причины. Тут, парни, надо включаться, организовывать помощь женщине и разбираться с причинами, иначе никак. Практически любая женщина легко может сфокусировать весь инстинкт размножения мужчины на себе, просто давая ему достаточно секса. Ну это же элементарно, скажете вы. А вот и нет. Вы себе не представляете, как много женщин делают секс средством манипуляции, наказывают мужчину лишением секса, пытаются через ограничения что-то там получить от мужчины. В этой ситуации мужчине надо с женщиной, конечно же, поговорить, объяснить, что такой шантаж ничем хорошим не закончится, и проблему нужно решать по-другому. И только если договориться не получается, и женщина продолжает шантаж сексом, мужчина может найти запасной аэродром. И здесь, мне кажется, он будет абсолютно прав. И третье. Женщины, не следите за мужчиной, не лезьте в его телефон, не проверяйте переписки, если только вы не собрались завтра разводиться. Потратьте это время на курсы по новым техникам в сексе, походом к косметологу или сбросьте, наконец, эти 10 килограмм. И вы обеспечите себе много лет счастливого брака. Ну что ж, друзья, тема измен, надеюсь, полностью раскрыта. Пишите комменты, ставьте лайки, будьте верными друг другу и живите в кайф.